Добрый день! Сегодня я хочу показать вам красивое и вкусное блюдо. Блюдо называется мясные розочки. Мы будем готовить из теста и мясного фарша. Для теста нам понадобятся простые ингредиенты: горячая вода, яйца, соль, мука и растительное масло. А для фарша, в данном случае говядина, но можно использовать и свинину, и из курицы фарш, и овощи. Для начала мы приготовим тесто, потому что тесто у нас должно отдохнуть полчаса. Заранее просеянную муку мы пересыпаем в емкость, добавляем чайную ложку соли, перемешиваем. Добавляем сюда 2 яйца, они у нас мелкие, можно, если крупные яйца, 1 яйцо. Перемешиваем. Далее мы добавим горячую воду. Вода не кипяток, но умеренно горячая. Градусов 50, я думаю. Все, и потихоньку замешиваем гладкое эластичное тесто. Далее мы добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Перекладываем на доску для замешивания теста. Тесто практически уже готово. Оно не должно быть ни сильно тугое и не сильно мягкое. Вот такое тесто. Эластичное тесто. Мы оставляем на полчаса отдохнуть в миске. Пока этим временем займемся начинкой, фаршем. Накрываем пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Сверху накрываем полотенцем и оставляем на столе. Готовим фарш. Разрезаем на части, чтобы было удобно перемолоть через мясорубку. Я подробный рецепт напишу в описании, сколько я беру фарша, сколько у нас теста. Вместе с фаршем сразу перемалываем и лук, и чеснок, перец. К фаршу добавим мелко порезанную зелень. Я добавляю кинзу и реган. Какую зелень вы любите, такую можно добавить. Мелко порубим. Добавляем специи: соль, красный перец, черный перец, молотый кориандр и сушеный чеснок. Далее добавим порубленную зелень.
перемешиваем. Добавляем 50 мл воды холодной. Фарш у нас готов. Будем приступать к соусу. Делаем такие надрезы на помидоре. Потом заливаем кипятком и оставляем, чтобы удобно было снимать шкурку. Помидоры у нас средние, можно брать 4 штуки, можно 3. Заливаем кипятком. И оставляем. Пока у нас помидоры в горячей воде, мы сделаем зажарку. Одну луковицу мелко режем на кубики. Один зубчик чеснока. Вот так. И приступаем к зажарке. Сегодня я буду использовать домашнее топленое масло. Можно использовать и подсолнечное масло, и сливочное масло. Включаем газ, подогреваем немного масла, добавляем сюда к маслу лук с чесноком, и пока у нас будет поджариваться лук, мы подготовим болгарский перец. Перец режем соломкой. Перец добавляем к луку с чесноком. Пусть немножко хорошо протушится. Добавим к нашей зажарке 1 столовую ложку томатной пасты. И сверху на томатную пасту мы добавим немножко сахара. Тогда соус наш будет не кислый, потому что томатная паста дает немножко кислинку. И вместе с сахаром немножко поджариваем. У меня такие специи: сушеный кориандр и красный молотый перец сладкий. Тоже добавляем сюда. И чайная ложка соли. Перемешиваем. И продолжаем дальше готовить соус. Сейчас покажу, как мы очищаем помидоры. Мы сделали такие надрезы и очень легко очищаем шкурку так. Помидоры режем на такие полоски.
Перец у нас уже хорошо смягчился. Добавляем сюда помидоры. И под закрытой крышкой хорошо тушим, чтобы помидоры тоже смягчились. И помидоры дадут свой сок. Если надо будет, мы можем добавить потом еще воды. Тесто уже хорошо отдохнуло. Мы уже можем приступать к раскатке на тонкий пласт. Оно такое мягкое. Очень приятное тесто, легко раскатывается. А это у нас лишняя часть, мы оставим для татар-бураки. Вот так срезаем. По всему тесту у нас остались вот такие кусочки. Распределяем начинку по всему пласту тонким слоем. Вот так можно даже пальцами распределить, чтобы тесто хорошо прилипло, мясо хорошо прилипло к тесту. Придавливаем вот так. И вот так вот скручиваем в рулет. Вот так вот вперед. И прищипываем. И режем на такие вот кусочки. Где-то 5 сантиметров. Получается у нас вот такая вот розочка. С этой стороны мы вот так немного прищипываем, а с этой открываем вот такие розочки. Можем немного открыть. Вот так. Припыляем немножко доску мукой, чтобы не прилипли наши розочки к доске. И все, вот это последнее. И далее мы будем отправлять их в наш соус, который мы варили. Сейчас попробуем. Тут нужна вода. Да, мы добавим немного воды. Где-то стакан воды добавили. Кипяченой воды. И сейчас отправляем розочки в соус.
Кладем немного расстояния, придерживаемся, потому что при варке они немного увеличатся, чтобы не прилипали друг к другу. Эти розочки мы отправили в соус. Они должны вариться под закрытой крышкой 25-30 минут. А часть розочек мы отправим в духовку тоже на 20-30 минут для запекания. Наши розочки мы подаем с домашним мацоном. Мацон я сама приготовила. А также можно еще просто со сметаной кушать. Апрес. Эрика. Розочки в духовке уже пропеклись. Мясной аромат у нас так красиво, так вкусно пахнет. И эти розочки тоже уже сварились в соусе. Каждая розочка по-своему красивая. Сейчас мы наложим на тарелочку. И Аника пошти, Аника, ты вот что? Вот такие красивые розочки. Вот так, да? Вот такие розочки у нас получились. Сочные, красивые, ароматные. Сейчас Арсен и они попробуют и скажут, какие они на вкус. Такие розочки можно подавать с любым гарниром. Аника, тась? Тушки из окна. Готовьте по такому рецепту, это очень вкусно и по праздничному. И покажу, какие получились розочки в духовке. Ароматные, они полностью пропеклись. Вот такие у нас розочки. Арсенчик, а мама? Майся кутек. Ану, тоже така? О, прекрасно.